Какая деколонизация? О чем вы? Мы, корейцы, до сих пор не знаем свой родной корейский язык. Давайте посмотрим на цифры репрессированных. Все народы на земле братья, но вот почему-то только русские считают себя старшими. Я не люблю все советское. Мы бы с тобой, наверное, вот так разговаривали, да? Ау, ау. Там пишут, как ржет эта девушка в черном. Мне гораздо больше режет ухо, когда говорят «профессиональная врач». Это же даже не согласовано. Девочки, займитесь своим образованием. Я занимаюсь. Спасибо. Эскимо по 3 копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте «Одеколон». Всем привет, это подкаст «Одеколон», меня зовут Алия Суранова. Сегодня мы с моей коллегой Данхаей будем читать комментарии, которые приходили от наших зрителей, слушателей под нашими видео в соцсетях, на Ютубе, в Инстаграме. Хочу отметить, что мы завершили первый сезон наших подкастов, поэтому мы сейчас хотим подвести некие итоги. Итак, Данхая, ты готова? Давай. Первый комментарий. Чего же вы все на русском говорите? Ты вообще себя? А сен мен түсінесің ба? Ты меня поймешь, да, ты спросила? Да. Вот, оказывается, можно и на крымском. Арын, пяти чалажып көрім. Вот, мне кажется, сложнее тебя понимать. Ну вот и, собственно, ответ. Почему мы не говорим Почему мы все говорим на русском? Ну, мы могли бы еще на английском, в принципе, говорить, да? Но не знаю. Это все потом все равно... Какая разница, один колониальный язык и другой колониальный язык, да? Типа... К вопросу о колониальном языке. Деколонизация начинается с того, что надо вещать на своем языке. Что же вы на языке колонизаторов вещаете-то? Вы уже как 30 лет отдельное государство. Какая деколонизация? О чем вы? Лучше бы говорили о том, как свою страну развивать и как строить экономические и политические отношения со странами-соседями. Занимались бы созидательными, а не разрушающими вещами. Ничего вы не понимаете. Блин, ну тейк мощный. Мне кажется, вот если по-серьезки говорить, да, не угорать, мне кажется, что все начинается с разговоров, с того, чтобы проблему как-то вокализировать, и мы как бы сейчас начинаем и мы сейчас устанавливаем отношения с соседями и соседками. Плюс я еще думаю, что вот это самое развивать экономические и политические отношения со странами-соседями начинается именно как раз-таки с того, что мы обсуждаем наше общее прошлое, мы разбираем, да, что было у нас, что нас объединяет, что пошло не так, что мы можем изменить и каких ошибок мы можем не допустить в будущем для того, чтобы мы могли как раз-таки экономически и политически развиваться. Согласна с тобой вообще на 100%. Мне еще кажется, что здесь есть немножко такой когнитивный диссонанс. Типа вместо того, чтобы развивать политику и экономику, это типа как ты должна сделать? Прийти, например, приехать в ТВУ, да, пойти в министерство и сказать, давайте развиваться вместе. Или просто, не знаю, открыть свой бизнес и просто на своем языке развивать этот бизнес с нуля. Короче, в общем, ответ, мне кажется, мы начинаем. Ладно, давай дальше. Еще один очень распространенный комментарий. Вот интересно, если бы представители этих народов не были в свое время в составе Российской империи и потом СССР, умели бы они пользоваться интернетом и имели бы свои академии наук, или было бы у них как в Афганистане? Ну, правда, интересно, что по этому поводу думают историк, дизайнер и феминистка-деколонизатор? Я знаю. Короче, мы бы сидели, вот как нас нашли всех в разное время, да, мы бы продолжали сидеть на деревьях. Я не знаю. А вы в горах. В юртах, но мы, да. а мы на деревьях в горах. А, у вас в горах еще деревья, на которых вы На раньше некоторых, сидели, да? Да, мы на них сидели. И что, я не знаю. Вы что делали? Мы бы просто с баранами, наверное, общались, и мы не знали бы, что такое электричество, мы не знали бы, что такое вообще буквы,
и что такое культура, что такое цивилизация. Мы бы с тобой, наверное, вот так разговаривали, да? Примерно вот такими мы были до прихода Российской империи. Какой ужас. Но вообще, кстати, это достаточно... Распространенный аргумент. Что насчет, вот когда был Манас написан? Ой, ну это же устное творчество. Сколько веков назад, я уже не помню. Это как бы у нас от предков к предкам передается. Это же самый большой эпос вообще существующий в мире. Да. Как его можно было на деревьях придумать? Ну, где-то вот во время очередного дикого варварского ритуала кыргызы и вот придумали целый эпос. Короче, вообще-то уже надоело слышать такие тейки немножко. Потому что часто говорят, что вот пришли, принесли, образовали, помыли, одели, да, там и все такое. Но элементарно раскопки, например, показывают, что были огромные цивилизации, очень много культуры, очень много устной памяти сохраненной, в том числе письменной. Я не знаю, песни, прекрасные баллады, сказки, легенды, культура, быт. Все это было, и оно до сих пор есть. Поэтому, нет, не правы вы, ребята. Девочки, займитесь своим образованием. Я занимаюсь, спасибо. Я тоже как бы занялась, но, видимо, надо дальше еще заниматься. Удачи тебе, успехов. Давайте вместе заниматься. Все народы на земле братья, но вот почему-то только русские считают себя старшими. Да. Я хочу тоже, меня просто, оказывается, очень сильно бомбит от всего этого. Я хочу тоже добавить. Вот это тоже миф, что в Советском Союзе все народы были равные. Вот все были братскими народами, но всегда, в любом случае, Россия была равнее. Вот даже если брать вот эти советские плакаты агитационные, ты видела? Да. Там всегда то есть на фронте, да, на переднем плане всегда был русский мальчик, а потом вот так вот почему-то вот у советских властей была какая-то своя иерархия по какой-то вот значимости и крутости вот всех этих этносов, да. Всегда был русский мальчик или русская девочка, потом вот так вот что-то отходило, и в самом конце, да, вот азиатские лица где-то там вот маленьким, таким супер маленьким шрифтом мельтешили, и это тоже, даже вот глядя на такие плакаты, уже чисто визуально ты можешь сделать для себя выводы, насколько все были равные братские народы в Советском Союзе. Я была недавно в Каракольском музее, и там есть такой стенд, посвященный, по-моему, теме многонациональности Кыргызстана, и там вот как бы куклы стоят, символизирующие народы, которые проживают в стране. И в центре самые большие куклы русские. Еще один комментарий с такой исторической привязкой. С 1922 года по 1941 сколько заводов, фабрик, электростанций, железных дорог, шахт, рудников, больниц, школ, вузов было построено в СССР, в том числе в КЗССР, при советской власти. А сколько заводов, фабрик, шахт, рудников, больниц, школ построили в Казахстане с 1991 года при капитализме? Сколько семей получили бесплатное жилье? Сколько казахов получили бесплатное высшее образование до 1991 года и за последние 30 лет? Сравните цифры и задумайтесь. Это тоже, мне кажется, довольно частый аргумент, когда, не дай бог, дело касается священной коровы Советского Союза, потому что все начинают сразу говорить, что вот был социализм, да, равенство, индустриализация, и все в этом духе, развитие экономическое, там, бум и т.д. и т.п. Но давайте посмотрим на другие цифры. Почему мы смотрим только на эти цифры? Давайте посмотрим на цифры репрессированных, убитых, посаженных в тюрьму, депортированных. Сосланных. На цифры, например, статистики по владеющим родным языком. Мне кажется, они тоже должны были упасть очень сильно. Так что даже не знаю, давайте тогда уже в комплексе все смотреть. Почему только мы выдергиваем какую-то одну статистику из контекста, удобную статистику, и ее обсуждаем? Надо тогда вообще все брать и смотреть дальше.
Ну, я считаю, тут еще есть такой, опять же, да, исторический подтекст. Все эти, вот эта вся инфраструктура, про которую они говорят, да, железные дороги, рудники, шахты, фабрики, заводы, они были построены в целом, ну, по моей информации, для того, чтобы именно вот эта централизованная власть в Москве выкачивала как можно больше ресурсов для своей выгоды. То есть они это все делали не для того, чтобы, ой, давайте сделаем жизнь, да, жителей там, вот этих всех республик удобной, офигенной, комфортной, а наоборот, давайте поскорее все эти дороги пробьем, там шахты, рудники, чтобы оттуда у них все полезные ископаемые вытащить, чтобы, да, вот у нас, например, до сих пор вот эти урановые рудники, которые у нас на юге, в Малюсу, Советский Союз, после того, как полностью эксплуатировал, они нормально их даже не, как бы сказать, не закрыли. У нас сейчас очень много хвостохранилищ, очень много радиации, онкологических заболеваний, поэтому, ну, как бы надо смотреть, мне кажется, с этой точки зрения, какую выгоду имел СССР, конкретно вот, да, централизованная власть при построении вот этого всего, да, как бы, ну, там, я думаю, тоже, да, палка о двух концах. Да, конечно, централизованная экономика, давайте начнем с этого. И еще, кстати, интересный момент. Вот на момент, ну, ближе к распаду Советского Союза, какая была экономическая ситуация, например, в Москве и, скажем, в Бишкеке? То есть почему тогда города не развивались равномерно? И даже этот миф про то, что в Советском Союзе все было бесплатно. Мне кажется, это тоже один из мощных инструментов пропаганды, когда говорили в Советском Союзе, для вас и медицина бесплатная, образование бесплатное, да, вот все бесплатное. На самом деле все это как бы, ну, мы расплачивались за это своими ресурсами природными, своими человеческими ресурсами. Очень, ну, миллионы людей, да, которые были расстреляны, интеллигенция. То есть плата там была неимоверно огромная, кровавая, я бы даже сказала. И как бы все это так преподносилось, на самом деле как бы та выгода, которую имела власть, да, советская от всех нас, человеческих и природных всех всяческих ресурсов, она была просто, я думаю, в миллион раз выше того, что они нам давали взамен. Тут, мне кажется, есть еще такой момент, что я отчасти могу понять, почему вот эти разговоры про Советский Союз, они могут быть болезненны для многих людей, которые тогда выросли, потому что, мне кажется, когда ты проводишь в каком-то месте часть своей молодости, это очень много всего хорошего, да, оно ассоциируется с тем временем. И неважно, что происходило в целом, в общем. Главное, что это часть твоей жизни, которую как будто бы сейчас оскверняют. Но на самом деле никто же не пытается конкретно обидеть людей. То есть я думаю, что это отторжение, оно еще будет какое-то время присутствовать, поэтому придется просто продолжать об этом говорить. Да, мы же пытаемся сейчас посмотреть на систему, да, на систему, на власть, на все, как все это было выстроено и как это касалось конкретно жизни людей и как это до сих пор сейчас откликается, да, на наших жизнях. То есть мы же не говорим, что люди, которые жили в Советском Союзе, были, да, такими-то, там, не знаю, да. Просто, в общем, думаю, да, надо это. Там, получается, люди это воспринимают как личное, как какое-то оскорбление. I feel personally attacked. Да, вот да. Это. Вы что придумали? Какие науки придумали? Вот вы посмотрите на свои нации. Я не говорю, что все нации прям идеальные. Да, есть в своих нациях, но какие-то нации, понимаете, более развитые. Допустим, там китайцы, они этого добились. Интеллектуально развиты какие-то технологии. Вы ничего не создали, понимаете? Ничего. Не Киргизия, Казахстан, не Узбекистан. Вы хотите жить круто, ребята. Вы отстали на 1000 лет от этих современных стран. Не то, что их не догоните, у вас мозгов не хватит понять. Вы молитесь на Россию, что она еще держит и дает экономические какие-то вам блага, а то вас ждет какая-нибудь Африка, жизнь в Африке. Если, не дай бог, придет другой правитель, за такие слова решит во всех этих дотациях будете жить, как африканцы, служи, пить и солому кушать. Я просто дословно прочитала, не пыталась даже ничего здесь исправить. Вау, что? Вот это спич. Я, знаешь, жестко, я даже... Да, я немножко шокирована, потому что очень много мыслей вот в этом комментарии, очень много ксенофобных мыслей, очень много расистских вещей.
очень много, вообще, я не знаю, жесть, люди, во-первых, перестаньте думать, что в Африке сплошное зло, и что все самое плохое можно сравнивать с Африкой. Камон, да, жесть, вообще ужас. Очень сильно колониальное наше мышление. Мы сравниваем себя с другой колонией, считая, что как бы мы лучше. Какие науки придумали? Вы что придумали? Что вы придумали? Посмотрите на свои нации. Жесть. Ребят, нельзя, не знаю, может быть, не надо быть такими злыми. Мне кажется, что придумали. Я балдею от, например, казахской инди-музыки. Я ее с огромным удовольствием сейчас слушаю в наушниках. Меня она тоже так вдохновляет сейчас. Я от кучи всяких вещей в центральноазиатских странах реально восхищаюсь. И фильмы, которые там снимают, музыка, очень много культурных каких-то достоинств, артефактов, которые, мне кажется, очень скоро будут известны, реально во всем мире. Так что не знаю, что мы придумали. Дава, кстати, придумала горловое пение. Вообще начнем с того, что все современные, да, там, науки, та же математика, да, многие вещи, их вообще как бы не придумали никто из представителей так называемой европейской или белой, там, не знаю, расы, да. То есть те же арабы, те же индийцы, то есть очень много всего уходит. Если прям мы начнем вот так вот копать, мы докопаемся вообще до древних греков и римлян, да, которые там... Большинство слов, которые мы сейчас используем в своем, да, даже в русской речи, из греческого, да, из латыни. Давайте тогда туда уйдем на много веков до нашей эры, и тогда будем копать, кто что придумал. Ага. Да? И давайте тогда уберем все англицизмы из русского языка, да, не будем говорить там компьютер, телефон, что, я не знаю, индустриализация, вообще не будем. В Советском Союзе отказывались говорить компьютер, они говорили и электронная вычислительная машина, ЭВМ. Вот давайте тогда печатать на электронно-вычислительной машине и что еще, я не знаю. Короче, еще, кстати, Китай — это тоже империя, вообще-то. И не то чтобы это делает большую честь сравнивать с Китаем. То есть, Китай — это, конечно, тоже потрясающая страна, но это также и империя, которая точно так же колонизировала другие народы. Туинцев, например, в том числе. Да? Вот этого я не знала. Гундун ачылышы. Чи? Я сказала открытие дня. Следующий комментарий. Я кореец, родившийся в СССР, в скобках Россия. Я не русский, фамилия Пак. Истоки моей фамилии идет с периода царств села, 11-13 век до нашей эры, и означает «лесной дух». А почему я родился в России? Советская Россия спровоцировала войну на Корейском полуострове, Сталин бредил идеей русской революции по всей земле. А в этой Корейской войне русские уничтожили 50 миллионов мирных корейцев под грифом «совершенно секретно». Вот поэтому я и родился на Дальнем Востоке, в городе Николаевске-на-Амуре, Хабаровский край. В то время советская власть запретила корейский язык в СССР. Мы, корейцы, до сих пор не знаем свой родной корейский язык. Он запрещен на территории России. У меня есть знакомая, которая как раз «карё сарам». Это означает «корейский человек». И действительно, корейская диаспора в России, она есть, и у них, у всех, насколько я знаю, русские имена. И да, эта история очень мэчится с тем, что я про них знаю, какие истории я от них слышала. Не знаю, что сказать. Мне кажется, что мы об этом все еще очень мало знаем и должны как-то больше... Если нас слушают русскоязычные корейцы, расскажите свои истории. Я, например, с удовольствием прочитаю. Моего деда с отцовой стороны расстреляли. Его жена, моя бабушка, была беременна, бежала из города Гурьев, который сейчас Утырау в Казахстане. И когда родила, то отдала ребенка моего отца в другую семью и платила им деньги. Так избежали репрессий всей семьей. Только при смерти это рассказал нам отец. Вот так он боялся советской власти. И никогда не был коммунистом, ненавидел их, был грамотным их теологом, но так и проходил везде только замом, так как не коммунист. Я не люблю все советское. Блин, мощная история. Вообще-то было бы классно, кстати, если бы вы могли делиться какими-то историями в комментариях, потому что, мне кажется, это как раз способ
с одной стороны, и сохранить эти истории, и с другой стороны, разделить эти истории. Потому что, мне кажется, это опыт, который, к сожалению, был у многих людей. И о котором замалчивалось, да, на протяжении многих лет. Поэтому, да, если у вас тоже ваши родители, бабушки, дедушки рассказывали вам подобные истории о том, что они пережили, да, во время Советского Союза, до него, пожалуйста, делитесь в комментариях, мы все это читаем, и я считаю, что другие люди тоже это будут читать и находить какой-то отклик. А еще можно, мне кажется, поспрашивать родных на эту тему. Скорее всего, есть у меня такое подозрение, что, возможно, им будет не очень... Возможно, даже приятно об этом говорить, потому что это тяжелые воспоминания. Но, может быть, для кого-то, наоборот, будет важно поделиться этим. Поэтому я продвигаю разговоры с родными, с пожилыми особенно людьми и расспрашивание их опыта, если им хочется поделиться. Вот. Таких обиженных и несчастных девушек вижу впервые. Вас родили, чтобы детей рожать и жрать готовить. 4 закомплексованных обиженки. Что-то реально обидно сейчас стало. А у меня комплексы проснулись. Ну, да. Что скажешь на это, Танхая? Обиженная, несчастная девушка. Ну, детей рожать, жрать, готовить умеешь? Это как будто бы последний аргумент. То есть тебе нечего сказать по существу, это и да. все, что остается, это придраться к тому, что мы женщины. Да. Прекрасные ведущие ведьмы-нацистки. Ведьмы-нацистки. Вот такой выбор слов вы решили сделать, да? Да, но я не поняла, прекрасные, это получается, нас комментирует нацист? Который такой, о, нашел своих, да, прекрасные, наконец-то нацистки, ведущие ведьмы. Мы, и тут я возьму на себя смелость говорить за нас всех, мы не против русских, и мы не за русофобию, мы за национальную идентичность, за деколонизацию, за то, чтобы не было тотальной русификации, вообще русификации, например, наших народов, за то, чтобы мы могли говорить на своих языках, за то, чтобы мы могли проявлять автономию в сферах экономических, политических, культурных, там, социальных и так далее. К сожалению, все вот эти вещи сталкиваются с сопротивлением со стороны разных волн, скажем так, разных групп репрессивных. Поэтому приходится поднимать такие сложные разговоры. Ульяна Маглеева для меня большое открытие. Прям хочется слушать и слушать. На одной волне с Ульяной. Я поддерживаю. Ульяна, правда, очень классная. Она еще рисует классные комиксы и пишет сказки деколониальные, бурятские. Не знаю. Надеюсь, вы все сможете в скором времени их тоже прочитать. Она еще так приятно самарно разговаривает. Да, я начинаю тише разговаривать в ее присутствии почему-то. Да. И как-то это, знаешь, так это подсобраться надо. Да, и кто как она вообще слова подбирает, да? У нее все вот как песня так красиво льется. Я обожаю слушать Ульяну. Согласна. Камила Смагулова «Краш». 3 звездочки. Да, я в восторге от того, насколько Камила легко переключается между 3 языками. Русский, казахский, английский. Она просто может говорить, не знаю, там полпредложения на одном языке, а потом продолжать на другом. Короче, вообще это бомба. Камила, правда, крутая. Кстати, Камила Смагулова принимала участие не только в наших подкастах, которые вы сможете прослушать на всех подкаст-платформах, если вы ведете слово «одеколон». Оно вам сразу выдаст «баштан-башта». Камила также недавно приняла участие в казахском подкасте «Замандас». Они там тоже, по-моему, разговаривали про язык. Вообще очень классное было деколониальное обсуждение, поэтому Камилу, если вы даже ведете просто в Google Камила Смагулова, мне кажется, вы через ее работы, через ее разговоры много очень крутого, интересного, умного для себя найдете. Ну и рожи косоглазые. Ну это так, к слову. Как и милые казахские нацистки. Опять нацист, получается, написал. Да. Кстати, мы не казахские нацистки. Мы... Кстати, я хотела отдельно сказать про большое количество комментариев про футболку «Не русская», в которой я была на одном из выпусков.
Люди писали разное, про то, что по мне и так видно, что я не русская, и не нужно об этом писать на футболке, про то, что зачем этим кичиться, ну и, короче, всякое такое. Поэтому я хотела бы сказать пару слов про эту футболку. Вот в 22 году, когда началась война, в марте у нас на пагоде 7 дней, это центральная площадь, священное место, там священный молитвенный барабан, и гигантский билборд появляется. Я калмык, но сегодня все мы русские, но сегодня мы русские за правду, за победу, за русский мир. Ну, это с призывом для калмыков записываться на войну за русский мир. И меня так сильно это стригерило, ну не только меня вообще, всех это стригерило, и ты постоянно сталкиваешься в России с вот этим ксенофобией, шовинизмом. Это история, то, что ты постоянно в студенчестве, во взрослой жизни сталкиваешься с вот этим, то, что к тебе отношение как к нерусскому. Но когда надо, когда прям очень сильно надо, мы вдруг все становимся своими, русскими, ну вы же наши. И вот это меня жестко стригерило. И я сделал вот этот дроп с этим не русским, не русской. И после этого началась волна просто хейта. Нам поступали угрозы, там, по ночам звонили, писали. Потом какой-то добрый человек написал заявление в ФСБ о ничижении достоинства чего-то там. И нам пришлось срочно уезжать, потому что по месту регистрации пришли там полицейские, еще кто-то. И мы уехали. Вот такая история с нерусским. Да, это уже классно. Кто-то да, даже спрашивал, кстати, где ее купить. Бренд называется For Oirats. Вот, запомните. Феминитивтерди колдонбой эле койгулачы сураныч, жаман угулат экен. Эмнеси кереги бар ошонун? Дай угадаю. Нет, я ничего не поняла, кроме слова феминитив, потому что ты еще быстро читаешь, но я предположу, что это недовольство тем, что мы используем феминитивы. Да, но тут даже просьба, пожалуйста, говорит, не используйте феминитивы. Очень плохо, говорит, режет ухо. Зачем это нужно вообще? Прекрасный вопрос. Спасибо, что его задали, потому что лишний повод сказать о том, что феминитивы — это вообще-то языковая норма речи. То есть, во-первых, это не ошибка говорить феминитивы, поскольку мы же нормально относимся к словам «спортсменка», там, «доярка», например, что еще, «певица», писательница, актриса, да, директриса, медсестра. Ну, то есть мы нормально относимся ко всем этим словам, а почему-то сказать слово «докторка» — это уже все. Нет, президентка, о боже, вообще нет. Между тем, феминитивы как раз-таки способствуют большей видимости женщин на позициях служебных, которые исторически занимали только мужчины. Например, как это работает? Когда говорят «сильный президент», кого вы представляете в своей голове? В первую очередь, наверное, это какой-то мужской образ. Или, например, профессиональный врач. Это дефолтно, как правило, мужской образ. Между тем, это вполне может быть женщина, потому что на самом деле очень много талантливых женщин-врачей и очень много успешных женщин-президенток. Поэтому для того, чтобы как раз-таки бороться с вот этой вот, знаете, дефолтной установкой, что такие профессии представлены только мужчинами, существуют феминитивы. Мне гораздо больше режет ухо, когда говорят «профессиональная врач». Это же даже не согласовано. Вот это, мне кажется, как раз большая ошибка, чем профессиональная докторка. Я помню, читала одну и ту же статью, когда женщинам тоже начали разрешать быть актрисами. Изначально ж только мужчины же играли вот все роли, да, они переодевались женщин, женщинам запрещено было вообще работать в этой сфере. И вот когда ввелся вот этот новый термин, слово «актриса» в русский язык, было тоже очень много негодования. Говорили, зачем нам это слово «актриса», да? То есть, 100 лет прошло, опять же, да, это, я думаю, это требование времени. То есть мы сейчас живем в таком времени, нам уже это, я считаю, это неизбежность. И так же, как когда-то слово актриса, спортсменка, да, классный у людей вызывало лютый кринж, но ничего, нормально. Сейчас мы к этому совсем нормально относимся, и почему-то сейчас... я думаю, это тоже пройдет. Это вопрос привычки, мне кажется. А еще язык очень гибкая структура, и он подстраивается под общество. То есть, например, лет
не знаю, 15 назад у нас было, например, в русском языке гораздо меньше англицизмов. Сейчас они стали просто тоже нормой речи. Постоянно мы используем их, не знаю, реально направо и налево. И во многом это действительно вопрос привычки. Так что, наверное, какое-то время, скорее всего, порежет слух, а потом станет лучше, легче. Все мои знакомые, кстати, теперь употребляют феминитивы вокруг меня. И мне кажется, наши дети уже подрастают, для них это вообще норма. И как бы они не будут испытывать какой-то кринж от этого. Угу, согласна. Спасибо, сестры. Ваш подкаст просто находка. Смотрим его всем фем-сообществом в Уфе, Башкортостан. В этом выпуске особенно приятно, что Данхая и Ульяна упомянули про региональный фем-движ в России в контексте «Я свобода» в Улан-Удэ. Фем-активизм многие годы ведется во многих республиках РФ, но мало видим в том числе из-за выстроенной информационной медийной иерархии, из-за которой видны, заметны и у всех на устах столичной фем-активности. Это правда, так и есть. Поэтому очень поддерживаю написавшую этот коммент. Очень круто, что вы взяли и написали действительно об этом, потому что это повышение видимости. И действительно я хочу сказать, что после этого подкаста, не из-за него, а просто так случилось, что я познакомилась с некоторыми феминистками, например, из Башкортостана, и я очень была вдохновлена некоторыми их практиками и акциями, какими-то активностями, деятельностью, которую они делают, инстаграмом, который они ведут. Это круто. Нужно действительно чаще говорить про региональный и, в частности, не белый феминизм, потому что, да, он гораздо меньше виден. Во многих республиках такое есть. Есть даже инстаграм-канал, есть даже телеграм-канал. И недавно я узнала о существовании такого телеграм-канала. Он называется «Фем-активизм в регионах РФ». И те, кто ведут этот телеграм-канал, спасибо вам большое, они репостят как раз-таки посты в телеграмах разных фем-инициатив из регионов. Очень советую подписаться. Ассаламу алейкум, я татар. У нас все те же проблемы, что и у ваших народов. Я часто, кстати, встречаю такие комменты под публикациями своего подкаста «Говорит Республика». Там 6 азиатских республик: Калмыкия, Бурятия, Тыва, Саха, Хакасия, Алтай. И пишут люди из Татарстана, Башкортостана, что вообще один в один. Что сказать? Грустно, что так много людей могут это релейтнуть. И давайте больше это обсуждать и объединяться, наверное. Очень интересная дискуссия, много нового узнала, о многом задумалась. Спасибо за ваш проект. Кизлар, я из Узбекистана, Ташкента. Обожаю нынешнюю центральноазиатскую молодежь. Вы умники. Олга Туран. Сердечко. Спасибо, что слушаете нас. Для меня это тоже открытие, да, что такая у нас, оказывается, аудитория географически широкая. Угу. Это очень круто. И завершающий комментарий, очень важный, но до этого комментарии тоже все были важные. Жаль, что мало людей это посмотрит, очень познавательно. Спасибо за такой комментарий, потому что я им воспользуюсь для того, чтобы объявить вам, что подкасты «Одеколон» от Баштан Башта вы можете посмотреть на Ютубе, на нашем канале Баштан Башта. В общем, если вам удобно слушать аудиоверсию подкастов, то на всех подкаст-платформах Google, Apple, в любой можете зайти в поисковик и вбить название нашего подкаста «Одеколон», и вы сразу увидите все наши выпуски. Смотрите, делитесь с друзьями, чтобы не было таких очень жалеющих о том, что нас очень мало людей смотрит, комментариев. Обязательно распространяйте наши подкасты, показывайте своим друзьям, родителям, что тоже немаловажно, я считаю. Наших родителей тоже надо деколонизировать. И еще я бы, наверное, попросила писать хорошие комментарии, поскольку их просто приятно читать и осознавать, что мы делаем это не зря, что это действительно полезно. Вот мы прочитали вот этот коммент про то, что вы делаете, это познавательно, и прям очень поднимается настроение, очень хорошо себя чувствуешь. А если таких комментов, например, будет 5, то вообще будет классно. Короче, пишите комменты, ваши комменты помогают другим людям увидеть этот подкаст тоже, потому что они его продвигают. Ставьте лайки на подкастах и, делитесь со своими друзьями и знакомыми. Также обязательно делитесь своими историями. Если у вас даже есть какие-то идеи насчет тем, которые мы могли бы у нас поднимать, пишите нам на почту bashtanbashta@gmail.com. Мы будем рады всем идеям. Спасибо. До свидания.
Деколонизация — это Больше ассоциируется со словом тогда освобождение. And like fear. как издеться. Да, это русский мир. Сами эти слова говорят мне, что мне в нем нет места. Братство только на условиях России. Су. Мы хотим быть суверенным государством. Қырғыз тілі менен сен алысқа кетпейсің. Никаких M-words, да? Пажин. Putin starts. The war in Ukraine. Мы не хотим быть ассоциированы с Россией. Это в том числе инструмент геноцида.